Завтра мы дам барбершоп 7 градусов. Что, в чем суть? Почему именно барбершоп? Почему на барбершоп? Да. Почему, ну, в смысле, не салон красоты, там еще какая-то херь там. Почему именно барбершоп? Не знаю, хотелось максимально, знаешь, традиции, какой-то культа. Не просто тупо целыми местами стричь и просто понять, что ты прожигаешь жизнь, грубо говоря. А хотелось что-то такое трушное делать. Так а в чем сам тру? В чем заключается? Мужской клуб, в первую очередь. Ну, то есть место тусовки. То есть ты Ну, пришел сюда и это не как просто барбершоп. на конвейере застригся и пошел. А стрижки? Почему стрижки? Чем они круче, чем в салоне красоты и в остальных там? Ну, вообще считается, когда узкопрофильная профессия, ну, то есть направлена чисто на одну работу, тогда ну, уровень квалификации выше у мастеров. А правда, что барберы настолько вот трушные, что они там могут себе позволить, ну не прям там пьяными там стричь ребят, а ну в смысле в плане, что они в общем полностью трушные и не парятся на все всякие там «Здравствуйте, хотите кофе?» и там не лижут. Не должно быть вот как в какого-то салонах красоты. официала, не должно быть вот этого постоянного подхода, такого по стойке смирно. Это больше такое, типа, здорово, чувак, пойдем на перекур, если есть время, ну и типа, все по-простому, по-пацански. По-мужски, Да, то попроще, есть да? Всё? каждый человек из любого сословия, любого возраста хочет прийти и почувствовать зону комфорта, такую более домашнюю, без всякого лишнего подсоса. Как вообще сейчас актуальны стрижки, вот эта классика, что ты мне сейчас движешь? Андеркаты? Я не знаю, как называется, вот сама эта стрижка, это полубокс, бокс, правильно? Ну, полбокс это, ну, то есть больше короткие, то есть, ну, сейчас вот это вот. Ну, я к тому, что ушла эра этого гламура, гейства, блядь, когда красили челки и вся эта хрень. Это уже нет. И сейчас более вернулось все в классическом вариации стрижек, все такое. Это так, правильно? Да, ну, начнем с того, что классика всегда будет актуальна. Этим мы выиграем, по сути, в барбере, то, что мы даже, можно так сказать, пропагандируем классику, говорим, что это, ну, это true, это выглядит дорого, в первую очередь, это выглядит По-мужски. по-мужски, ну, то есть и подчеркивает так реально образ жизни мужчины, а не, типа, накрасил челку, пошел. А что ты скажешь, барбершопы в Киеве, в Украине, это мейнстрим, это проходящий или это останется? Ну, все барбершопы сейчас миссия, грубо говоря, внести, я имею в виду в Украине, внести это в традицию, что ли. Ну, то есть, есть много традиций, связанных с барберами. Самая такая элементарная, которая самая известная, то, что там поход отца и сына первый раз в барбер, ну, типа, это как обряд посвящения. Это за границей. Да, за границей. Вы хотите вести такое... Ну, мы это просто, опять же, не вовремя не схватили такое, и поэтому будем сейчас пытаться. Ну, а правда, что в постсоветском пространстве не было мужских салонов, не было, ну правильно, да, мужских салонов. И потому мужики сейчас немного испорчены, стригутся по 3,9 там, не укладывают волосы, не знают, что есть мужская косметика и все такое. Так и На есть? самом деле, ну да, просто, ну, как не все, опять же. Мы стараемся каждому нашему клиенту доказать то, что ему будет проще встать утром, нанести что-либо на волосы, сделать 2 движения и чувствовать И себя. это мужская тема, правильно? Это мужская тема, никаких лаков, никаких утюгов. Ты То есть просто- все, что сейчас думают наши мужики, это все стереотип. Ну, да, чистой то есть воды. это просто, ну, это, скажем так, выработанное годами, ну, то есть, Ну такое да, вот, железный реально как- занавес. если идет мужчина, и он выглядит на 5, на возможных 5, то, что он может выглядеть, то это обязательно почему-то либо голубой, либо какой-то именно странный человек. А что ты скажешь насчет этого стереотипа? Потому что некоторые люди, даже большинство людей, молодежи в основном, они связывают барбершопы и стрижки, которые здесь стригут, с хипстерством. Это что это за... Это пуля какая-то, это чес, что это? Ну, это был культ, такой, ну, как... Это связано вообще или, ну, какого хера они припрели... Отчасти связано просто потому, что
Вот в таком хипстерском стильке это вот это и есть old school, то есть и за счет old этого school, пошло. вот. Ну, то есть сделать андеркат, это как бы, ну, то есть трушно будет в той субкультуре, можно так сказать. Что тебе еще рассказать такого интересного? Интересное отличие. Ну, концептуально я понял, что вы концептуально отличаетесь от салонов красоты и весь всей этой салонной темой. И все такое. Какие еще особенности барбершопов? В смысле, как в услугах или как вообще? Ну да, да, для или клиента. просто можно говорить в тот момент в стиле у нас наливает вискарь. Это? Ты это имеешь в виду? Ну, можно, да, если вы тоже. Ну да, то есть Ну, в любом случае, Если у всех кофе, то в барбершопах вискарь, да? ну, у кого как, у кого вискарь, у кого егер. Не, я имею в виду, в салонах красоты не В наливают. салонах нет. Только, ну, есть сейчас салоны какие-то там, где они делают какой-то свой бар, но я как бы, честно говоря, Там, далек. скорее всего, это входит в счет, так сказать. Да. Ну да, то есть это как по прайс-листу. Здесь мы просто угощаем для того, чтобы... Наклони вперед. Для того, чтобы еще больше кайфовать от процесса стрижки. Ну, Тебе или клиенту? клиенту. Просто, ну, сидеть в одной руке вискарь, сейчас потеплеет в другой руке сигара. Что еще надо? Ну да, девочку. Уколывают еще. Девочки, это отдельный прайс. Чем еще занимаешься помимо стриг? Параллельно? Ну, помимо, что там, увлечения, музыка, там, наркотики, я не знаю. Ну, что, наркотиками не занимаюсь, знаешь. Незаконно ничего. Вот. А так, да, по музлу выступаю нормально. Ну, свой По проект музлу делаю. Да. рассказывай, что за проект, что делаешь. Ну, у нас свой проект, он называется Crime Squad. То есть у нас 5 человек, 4 диджика, 1 MC. Ну, то Что, есть, играете? да, то есть мы играем Что за муз? хип-хоп, трэп, типа все что угодно, хаусец иногда, все зависит от концепта вечеринки. Как тебе вообще не мешают стрижки и там... Что вообще твое, музыка или стрижки? Вот так вот. Знаешь, я одинаково кайфую, но адекватно понимаю, что диджейство сейчас, ну, это не про это, ну, больше как... В плане денег? В плане Да, денег в плане или... денег я больше. Ну а вообще как сейчас социум развит? Они врубаются? Ну, Что? люди сейчас развиты, они врубаются, что true, что не true, то есть по стрижкам. Ну то есть они слушают тебя, ты им говоришь, что вот это круто, это не круто. Они тебя слушают. Приятно, что уже начали ценить, знаешь, мнение. То есть если, ну вот именно барбером, то есть мы занимаемся там узкопрофилем, мы занимаемся этим целыми днями, и, ну то есть когда ты рассказываешь об этом клиенту, он понимает, что, блин, ну то есть он сидит в кресле профессионала, который даст ему то, что не даст практически никто. Можно я сам? Да, ты можешь сам как хочешь. Назад, в общем, так, да? Ты больше назад дали? Можем тебе изменить назад чуть-чуть. Чуть-чуть засушили просто. На бок, что ли, форма. Сейчас контролируется. Ясно. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Я думаю, очень круто. Спасибо. Спасибо. Так. Давай, с удовольствием. Отлично. Объемчик еще можно было убрать. Здесь? Думаешь? Ну, просто когда густота, понял, ну, эта стрижка, она сама по себе подразумевает укладку постоянно. Правильно? Ну да.